Всем привет! Сегодня уже 2 февраля 2023. Вы с Олегом Соскиным. Обсудим внутреннюю повестку Дня Украины на сегодняшний день. Ситуация обостряется, я считаю, во всех сферах жизнедеятельности сегодняшнего государства Украина. Давайте проанализируем. Первое. Берем экономику, финансы. Итак, данные за январь месяц опубликованы. Государственный бюджет выполнен с дефицитом в сумме 72,3 миллиарда гривен. В том числе общий фонд был 78,9 миллиардов. То есть было где-то, видимо, плюс в этом отдельной части этого госбюджета. Говорится, что планировалась роспись дефицита в сумме 158,6 миллиардов. То есть вроде как получилось меньше. Но давайте посмотрим, что это означает, почему меньше. Государственные заимствования в общий фонд в январе, то, что делает Минфин, достигли, вдумайтесь в цифру, 160 миллиардов гривен. Или это все-таки 54,7 плана на месяц. В частности, ОВГЗ дали 41,4 миллиарда гривен. А из внешних источников получили 118 миллиардов гривен. Это 3 миллиарда евро, которые пришли от Европейского Союза. Они пишут, это макропомощь, никакая это не макропомощь, это называется кредит. Просто на длинный период времени. Его надо возвращать, никакая не помощь. Конечно, это помощь, если ее надо вернуть. Платежи по погашению госдолга за этот период составили 12,8 миллиарда. Так? Это 98,2 от плана. Плюс по обслуживанию еще 0,6 миллиарда гривен. Это 27,2 по плану. То есть, фактически, если бы не было вот этих 3 миллиардов от Европейского Союза, а были же другие, так сказать, еще деньги, гранты там, и прочие выделения на оборону, на оружие и так далее. Так вот, если бы этих не было 3 миллиардов, то тогда к вот этим 72,3 надо было бы по этому курсу добавить 118, и вы получили бы вам 120, фактически 191 миллиард. А они, как известно, планировали 158,6. То есть, если бы Европейский Союз не дал 3 миллиарда, то фактически был бы уже полный крах этого бюджета. Потому как январские расходы составили 193 миллиарда. Понятно, да? Так вот, смотрите, тут еще как бы дальше такая история есть, что фактически доходов как таковых поступило всего в январе, скажем, в общий фонд 36,6 миллиарда в виде международной помощи. То есть январские доходы, например, они оказались чрезвычайно маленькие. В январе получается, что общий фонд поступило всего в госбюджет доходов, да, 104 миллиарда. 104 миллиарда, представляете? Это, конечно, очень мало. То есть вот реально есть 104, правильно? Вот от того, что получили от Европейского Союза, получили 118,7. То есть от ЕС получили практически больше, чем от доходов, собранных в основную часть бюджета. Что это означает? Это означает банкротство. Это январь, потому что февраль, март, еще будет ситуация еще более тяжелая будет. Ну и мы видим, что постепенно коммерческие банки, они все время понижают курс гривни к доллару и к евро.
То есть реальный курс, он не соответствует уже, ну, скажем так, где-то 5-7% он не соответствует, пока 5-7%. Курс Нацбанка, скажем так, гривня, получается, торгуется к доллару ниже, чем, вернее так, скажем, курс к доллару выше Нацбанка, чем на самом деле. То есть идет постепенное обесценивание гривни по отношению к свободно конвертируемым валютам, и коммерческие банки, они на это очень четко реагируют, потому что это рынок, это капитализм. Смотрите, что дальше. Минфин сейчас заявил, что ему необходимо каждый месяц 3 миллиарда евро для того, чтобы закрывать вот эту дырку в бюджете. Это минимум 3. Но, как мы видим, по вот этим данным, которые уже есть дефицит, образовался, да, то есть реально им надо до 5. Ну, как я вам и объяснял это. То есть Минфину для того, чтобы поддерживать какой-то баланс бюджета в социальных выплатах, пенсии и прочие все статьи, ему это без обороны, считайте. Ему надо минимум от 3 до 5 миллиардов долларов. Где он их, евро, где он их возьмет в месяц? Ну, Евросоюз дает. Вот сейчас опять будет заседание 3 числа, получается завтра, февраля. И они дали опять 400 миллионов евро, какую-то там кредит, помощь. Вот. Но если они их давать не будут, то фактически страна должна полностью объявить банкротство со всеми вытекающими последствиями. Соединенные Штаты обещают же тоже по 1,5 миллиарда давать. Но тут пока непонятно, эти деньги дали или в январе, или сейчас в феврале будут давать, и за январь, и за февраль дадут 3. То есть практически мы имеем ситуацию все большего, по сути, разрушения процесса воспроизводства и в целом национальной экономики Украины. Это означает, что практически поддерживать, удерживать вот эту ситуацию хоть в каком-то более-менее равновесии на фронте Украина не может. Ей необходимы постоянные, уже очень большие, я так оцениваю, Минфин сказал 3 миллиарда евро в месяц, я это оцениваю где-то не менее 4 миллиардов, лучше 5. То есть эта цифра будет возрастать. Это первый главный коренной вопрос. Где деньги брать? А мы с вами видим огромную усталость уже западного общества. Оно не хочет давать уже деньги. То есть многие страны не желают давать. То есть мы видим уже очень жестких оппонентов в этом плане Украине. Это Китай, который заявил, что главный виновник продолжения войны в Украине, Украину, которая ведет войну с Россией, это сама Украина, ну, Соединенные Штаты Америки, которые ей все время дают оружие и подталкивают на эту войну. Это Венгрия, правительство Орбана, это Турция, Эрдоган, который говорит, нет, надо замиряться. Сейчас он опять заявил, что танки наоборот, это очень плохо, это вредно, и это будет означать, что закрывается путь к прекращению огня и переговорам. Ну, это Хорватия, это, в принципе, Италия. Растет число тех, которые против предоставления Украине военной помощи, это в США. Там просто грандиозно идет рост противников помощи военной Украине. Это Италия, да? Это нарастание подобных тенденций во Франции, в Испании, в Португалии. Австрия заявила, что она вообще ничего давать не будет, она нейтральная. Их президент приезжал, вот вчера был с визитом у Зеленского. Ну и Германия. Таким образом, мы с вами видим, что как бы
Финансово-экономически государство Украина функционировать уже без огромных внешних влияний, где-то в месяц надо уже порядка где-то так 2/3 внешних влияний, не может. То есть финансирование за собственный счет уже составляет максимум 33%, но плюс огромные заимствования. Только в 2022 году было напечатано Нацбанком эмиссия 400 миллиардов гривен. Это порядка 10 миллиардов евро. Вдумайтесь в эту безумную цифру. Естественно, это девальвация, инфляция, обесценивание и так далее, и так далее. То есть, по сути, просто перешли к печатному, включили печатный станок. Но на нем долго не продержишься. Я это все проходил, когда был советником и у Кучмы дважды, и у Кравчука. То есть, это все известно. Да, и с Ющенко работали очень тесно в свое время. То есть, и когда, особенно когда он был и премьером, да, и немножко, ну, когда президентом, тогда уже значительно ситуация изменилась. А когда премьером был, так были очень тесные отношения, да и раньше. Вот, поэтому, так сказать, не брезговал коллегу Юрьевичу ходить на день рождения. Поэтому вот ситуация, она удручающая, финансово-экономически. Далее, давайте, гайки все время закручиваются, и может ли она быть стабильна? Нет, не может. Более того, она будет еще более ухудшаться, потому что началось опять массовый забор мужчин в армию. Ну, а это означает, что специалистов забирают в армию, и уже им надо платить, а не они будут платить. Плюс много, конечно, уже молодых людей, которые, как известно, ушли в мир иной или стали инвалидами. Это они исчисляются уже больше их 100 тысяч, значительно больше. Можно говорить, что это где-то 150 тысяч тех и других. Это очень много. Это безумная цифра. Это не считая тех гражданских, которые каждый день погибают и тоже становятся инвалидами в результате вот этих ударов по гражданской инфраструктуре, по гражданским домам. Вот сегодня опять по Краматорску нанесен удар, попала Искандер в дом в центре города, и там, соответственно, так же, как в других городах, в том же Днепропетровске или в Виннице в торговом центре, или в других городах, или в Киеве, вот люди, дом разрушен, ну и жильцы или ушли уже, так сказать, с этой жизни, или попали раненые, попали в больницы и так далее. Вот это реальность каждого дня. Херсон, Краматорск, сейчас по Славянску ударили. То есть, если брать ситуацию по разрушениям народно-хозяйственного комплекса, гражданской инфраструктуры, то постоянно идет уничтожение предприятий, домов, городов, объектов хозяйствования, всего. То есть, это уже выжженная земля. То есть Путин и его банда, они исповедуют модель выжженной земли, и они постепенно разрушают юг и восток Украины, целые города стираются с земли. Солидар стерт с земли, сейчас стирается Артемовск, Бахмут. Вот, то есть теперь давайте военную ситуацию. На фронте она тоже очень нехорошая, прямо скажем. И уже, Солидар, Кощеевка, как выглядит, взяты. И уже Бахмут, Артемовск попал в оперативное окружение. И уже якобы вот эти рецидивисты, бандиты зашли, их там дополнили десантниками российскими. И они уже зашли в предместье, в пригороды Бахмута. То есть практически украинская армия не в состоянии удерживать фронт, и она отступает. То есть постепенно фронт проламывается, успехов никаких нет, нигде нет. То есть вот эти все надувания щек Зеленских, Ермаков и прочих,
ничего они не дают, армия не в состоянии оказывать достойное сопротивление и хотя бы где-то нанести удар. То есть они наступают, Украина обороняется. Сообщается, что каждый день московиты несут огромные потери, но Путин вообще-то не интересует. Они все равно как тараканы, как саранча, вот просто идут, идут и идут. То есть, как это функционирует их мозг, это совершенно какой-то неадекват. То есть, люди, которые их набрали на этой территории, они не хотят сохранять свою жизнь. Они просто ее отдают на убой за мультимиллиардеров, которые захватили власть в Российской Федерации, из-за триллионера Путина. Для Путина они просто расходный материал, как вот на шахматной доске, который не имеет значения. Потери для Путина не имеют абсолютно никакого значения. Далее, то есть вот это та объективная реальность, которая есть. Далее давайте проведем такой анализ следующий. Это мы должны говорить, что Украина не имеет соответствующего оружия для того, чтобы держать фронт, а тем более идти в наступление. Его просто нет. И появится оно, вот эти, может, ну там танки, еще что-то, там это и будет сформировано, подготовлено и прочее, это не раньше, чем через 2 месяца. И есть соответствующий доклад Пентагона и внутри Министерства обороны США, который был представлен в Конгрессе США на закрытых совещаниях, слушаниях, что шансы Украины практически достичь какого-то освобождения своей оккупированной территории в ближайшее время, они, ну, скажем так, мизерные. Наверное, просто их нет, давайте реально говорить. Это вызывает очень большое неприятие в офисе президента. Вот, и они говорят, что американская разведка говорила, что вот, не продержится Киев и так далее. Но там была другая ситуация. То есть сегодня в условиях уже, когда полностью структурирован фронт, и на фронте Путин собрал уже 300 тысяч, это тех, кого он мобилизовал, 330 тысяч. Остатки от первой группировки, плюс, конечно, вот этих 120 тысяч, которых призвали в декабрьский призыв. То есть, реально, это где-то вот правильная цифра, это больше 500 тысяч уже находится в рамках задействованных так или иначе на фронтах войны с Украиной со стороны Российской Федерации. Как известно, Путин указом своим назвал цифру военнослужащих, которых должно быть, это 1 миллион 131 тысяча. 1 миллион 131 тысяча. То есть это приблизительно Украина доведет армию до такого состояния, и у них будет. То есть это где-то равный объем. Ну вот, то есть это означает просто тупик. Это война, не имеющая ни конца и края. Разные уполномоченные лица в США заявляют, что в принципе ситуация так может находиться вот, до конца года, 23-го. Если не произойдет позитивов для Украины, то есть она нигде не прорвется, то надо ожидать, что к концу 2023 года уже практически поддержка США военная, ну и денежная, финансовая Украины будет все время уменьшаться. Если Байден уйдет в отставку по состоянию здоровья, по семейным обстоятельствам, например, там апрель-май, то, естественно, ситуация для Украины ухудшится как раз вот где-то к апрелю-мая. Это вполне возможно, вполне возможно. Зеленский заявил, что его не приглашали на встречу с Байденом, когда он должен приехать вот в феврале в Европу, там, в Польшу или так далее, там, на встречу с Дудой и прочее.
Зеленский не приглашен на эту встречу. Это очень важно. Ну, может, пригласят, но пока нет. Трамп заявил на этих своих выступлениях сейчас и в соцсети своей, что если он станет президентом, он закончит войну России с Украиной в течение 24 часов. Ну, вот это его такое выступление. Можно соглашаться, нет, но тем не менее. Оно показывает тенденцию, тренд показывает нам, что все более западная ориентация, что необходимо прекращение огня, перемирие, гуманитарный коридор и садиться за стол переговоров. Вот логика такая идет. Естественно, для Зеленского это абсолютно, и для его группы это неприйнятно. Но, тем не менее, усиливаются внутренние противоречия, то есть все больше мужчин не желают получать повестки, оказывают сопротивление, когда их хотят эти повестки дать или их насильно задерживают, чтобы вести военкоматы. И это будет увеличиваться сопротивление, оно может дойти до вооруженного сопротивления, когда просто будут стрелять в этих людей, которые будут пытаться задерживать лиц, чтобы их отправить как мясо на этот фронт. Еще Зеленский это не понимает, но процесс пошел. Ну и последнее, что надо сказать. Ситуация, как видите, на внешнем фронте плохая, прямо скажем, плохая. Есть такая аксиома: если у тебя на внешнем фронте с врагом плохо, начинай бороться с внутренним врагом. Что и было поручено делать СБУ, и ГБР и прочим, офису прокурора. То есть они начали борьбу с внутренним врагом. И Малюк, исполняющий обязанности Василий Малюк, сам он с Коростышева, это маленький такой городок в Житомирской области, он заявил это. Он заявил, что надо бороться и продолжать, и усиливать борьбу с внутренним врагом. То есть это уже по Сталину, да? Что есть враги народа, внутренний враг, ну и у Путина тоже, также и у Эрдогана, и у Лукашенко, это у всех диктаторов, у Северной Кореи, то есть уже есть внутренний враг, которым надо бороться и так далее. Ну, я вам по своему опыту скажу, ничем никогда хорошим это не заканчивается, это 500%. То есть в Украине уже началась массовая тотальная война с внутренним врагом. К чему это обычно приводит? Ну, в рамках революционного процесса это всегда приводит к внутренним революционным войнам. Особенно таким, как в Украине, это вообще на раз. Абсолютно на раз. То есть, учитывая серьезнейшие поражения, серьезнейшую финансово-экономическую катастрофу, обвал, политэкономическую, серьезное противостояние против Украины очень многих государств, например, той же Мексики, Бразилии, я уже не говорю о сателлитах Российской Федерации, Ирана, той же Северной Кореи, Никарагуа, Кубы и так далее, Венесуэлы, да плюс, Индия, что же фактически занимает такую продажную, прямо скажем, политику, то надо прямо говорить, что в этих условиях развернуть еще внутреннюю войну, на два фронта, это в условиях финансово-экономического коллапса, это надо быть самоубийцами, чтобы такое делать. Вот. Поэтому процесс начался, и он будет усиливаться. Посмотрим, чем закончится завтрашняя встреча, ЕС-Украина, но уже говорят, что никакого срока поступления в ЕС не дадут, что-то будут бла-бла-бла. И посмотрим все-таки визит Путина туда, Волгоград, Сталинград, как это все будет происходить и о чем он там объявит. И важно еще, то есть февраль будет в этом плане чрезвычайно таким определяющим достаточно эту ситуацию. Такой бы я вам сделал анализ, исходя из имеющихся на сегодняшний день процессов.
Ну, плюс, конечно, с электричеством ничего хорошего особенно тоже нет во многих регионах, да и в Киеве, и в Днепре, и в других областях. Вот. И надо ожидать, конечно, московского удара. Уже все говорят, что уже подходит время, когда Путин должен нанести массированный ракетный удар по вот этим центрам принятия решений и по генерирующим электрическим мощностям. Ну вот такой анализ. Подписывайтесь на канал. Вы с Олегом Игоревичем. До новых встреч.